Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Меня зовут Юлиана, и мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание опять фотографиям. Поговорим о том, что нельзя делать с фотографиями. Ответим на вопросы, которые писали наши подписчики, наши гости канала под другими видео. Потому что неправильно именно отношение к фотографиям, к сожалению, приводит к некоторым проблемам, о которых мы с вами далее поговорим. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация будет полезна и важна. И обязательно в комментариях под этим видео активируйте следующие волшебные слова. «Моя жизнь наполнена любовью и взаимными чувствами. Истина да будет так». Вы знаете, фотография, вообще любая фотография, это очень мощный источник энергии. И из-за этого она имеет большую силу, и если с ней, с фотографией обращаться неправильно, то, к сожалению, именно сама фотография, ее энергетика может принести вред тем, кто на ней изображен. Также нужно понимать, как правильно сделать фотографию, чтобы она не принесла вред и что можно изображать, потому что фотография тесно связана с изображением. Вы должны понимать, что на фотографии сохраняются эмоции человека, моменты и события из нашей жизни. И нужно правильно подходить к вопросу фотографий, чтобы не привлечь к себе неприятности и всевозможные беды. Фотографии нужно беречь, чтобы они ни в коем случае не попали в руки чужих людей, которые негативно, к сожалению, вам могут быть настроены, ведь с их помощью вам можно навредить. Помните о том, что нельзя дарить фотографии посторонним людям, коллегам по работе и даже некоторым родственникам, так как вы не можете знать, как относится к вам конкретный человек. Потому что человек может через фотографию передать вам определенный негатив, испортить вашу ауру, что привлечет, к сожалению, к неудачам в вашей жизни. Также нельзя дарить фотографию, где вы одна или один своему любимому человеку, так как такая фотография изначально несет в себе посыл одиночества, потому что на ней изображен именно один человек. А когда вы подарите эту фотографию вашему любимому человеку, она будет излучать именно энергетику одиночества. Нарушая вашу совместную энергетику, это будет приводить к разрыву отношений в ближайшем будущем. Поэтому, чтобы такого не произошло, лучше дарить любимому человеку вашу совместную фотографию, где у вас совместная энергетика. И фотография будет нести посыл пары и только укреплять ваши отношения. Не стоит помещать в вашем доме фотографии родственников, которые настроены против вас, испытывают к вам негатив. И при виде этих фотографий вы сами испытываете дискомфорт. Такие фотографии будут разрушать энергетику вашего дома и нарушат энергетику ваших отношений в семье. И, к сожалению, могут привести к конфликтам и ссорам. Также никогда не фотографируйтесь рядом с такими людьми, общение с которыми вызывает у вас эмоциональный упадок. Ваши энергии на фотографии переплетутся, и этот человек будет подпитываться вашей энергией, а у вас из-за этого начнутся неприятности и проблемы. Также не публикуйте свои фотографии, не выставляйте на показ свое счастье, потому что многие люди будут завидовать, глядя на те или иные фотографии, которые вы опубликовали как минимум в социальных сетях, и тем самым отбирать у вас положительную энергетику и финансовое благополучие. Потому что человеческая зависть очень сильна, и она может нанести непоправимый вред. Также нельзя держать фотографии под часами. Это очень сильно вам может навредить, так как часам свойственно измерять время. Если вы так располагаете фото возле часов,
Получается, что вы тоже отмеряете свое же время. А если вы фотографию еще и на стену повесите возле часов, то у вас получится двойное действие. Часы будут считать ваше время, а фотография, которая с вами крепко связана, будет висеть как бы в воздухе, не имея основы под собой. И также это очень опасно для вашей жизни. Помните о том, что нельзя разрезать фотографию пополам. Это разрывает и разрушает энергетику тех, кто изображен на фотографии. Этим вы привлекаете в свою жизнь неприятности, беды, нарушаете целостность своего энергетического поля и поля человека, который на ней изображен с вами. В результате вы сами становитесь и подвержены чужому сглазу. Сжигать фотографии также не нужно. Этим вы можете разрушить свою ауру, и с каждым сожженным снимком будет разрушаться все еще больше, а вы станете беззащитней, и восстановить свою силу, свою энергию будет очень сложно. Также, друзья, не стоит размещать свои фотографии перед зеркалом, потому что именно зеркало будет отнимать у вас жизненную энергию. Зеркала относятся к сильным энергетическим предметам, и они способны накапливать и отдавать в окружающее пространство энергию, в том числе и негативную. А если ваша фотография или фотография вашей семьи будет постоянно стоять перед зеркалом, она и будет впитывать эту энергетику. Если вы будете пренебрегать этим правилом, то, к сожалению, вы можете начать часто болеть и очень сильно нуждаться в деньгах. Не стоит выставлять свои фотографии вместе с снимками людей, которых нет в живых, на одной полочке или в близости друг от друга. Потому что снимок человека, которого нет уже в мире живых, несет в себе совершенно иную энергетику, чем снимок живого человека. И если размещать их вместе, то, к сожалению, это будет оказывать на ваши фотографии негативное влияние, нарушая вашу энергетику. И по этой же причине не стоит спать в комнате, где стоит фотография умершего человека. Если вы собираетесь показать свои фотографии многочисленным родственникам, коллегам на работе или выставить их на всеобщее обозрение, то нужно перед этим их защитить. Что мы делаем? Зажгите свечу и сложите ваши фото в кучку и проговорите следующие слова. Свечу зажигаю, свои фотографии защищаю, энергетику их укрепляю, никому дурным взглядом мне навредить не позволяю. Эти слова нужно сказать 7 раз. И 7 раз нарисовать круг вокруг ваших фотографий. Вы должны понимать, что фотография, как и зеркало, считается очень таинственным и сакральным предметом. Она содержит в себе кусочек вашей энергии, и она непрерывно связана с вами. Поэтому перед тем, как что-то с ней сделать или разместить в каком-то месте, хорошо подумайте, не навредит ли это вам. Это очень важно. Нужно помнить и стараться придерживаться простых правил, которые проверены поколениями наших предков. Друзья, мы надеемся, мы ответили на ваши основные вопросы, которые были заданы нам в прошлых видео касательно фотографий. Что нельзя делать с фотографиями и так далее. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, смотрите наши видео на канале Эзотерика для тебя. Обращаем ваше внимание, у нас на канале много интересной, важной и нужной информации для каждого человека.